Здравствуйте, друзья! Я бы хотел начать новую сцену создавать на 3GS. И придумал я сделать вот такой вот шлем Мандалорца. Дело в том, что я хотел сам его создать, но довольно-таки нужны хорошие познания блендера в этом, потому что, ну, вроде бы так тут сложного ничего нет, однако вот эти вот впадины здесь, ну, как бы мне достаточно было трудно сделать. Я мучился часа 3, наверное. В общем, плюнул, скачал модельку для того, ну, она предназначается для того, чтобы ее распечатывали на 3D принтере. Поэтому в экспорте она получается вот 133 мегабайта. Естественно, если мы как бы импортанем ее на сцену 3GS, то в браузере она, если даже и откроется, во что я очень мало верю, то будет сцена очень тупить, поэтому, соответственно, нужно делать как-то ее намного проще. Как видите, она, во-первых, идет, сейчас включу нормальный режим, она идет двойная, то есть, ну, как бы я не подразумеваю, что мне нужна будет вторая ее часть, то есть, ну, внутренняя часть, она будет не нужна. Поэтому, возможно, я ее удалю в тех местах, где, ну, она не будет видна, например, внутри, допустим, да, здесь мне она абсолютно не нужна. До того момента, как, ну, вот эти вот грани показываются, да, и, соответственно, вот эти вот грани здесь. То есть я еще хотел бы добавить здесь типа стекла, как у него там на самом деле, просто это для 3D принтера, соответственно, стекло здесь, ну, как-то либо отдельно там вырезается сюда, да, потом, либо вообще не предусмотрено. Ну, а так, в принципе, в общем-то, смотрите, дело в том, что есть в блендере такая штучка, как экспорт. Экспорт нам нужен в GLB формате, потому что ну, 3GS уже позволяет использовать GLB формат в сжатом формате, как бы. То есть, получается, у нас идет GLB, туда вшита сама моделька, но вшита она не просто там JSON какой-нибудь, да, а именно бинарный файл, который к тому же можно задавать определенный уровень сжатия этой модели, в общем. Получается, смотрите, вот такие вот настроечки экспорта, ну здесь обычно галочку я эту не ставлю, потому что оно и так во время сессии открытой, в смысле открытого, во время открытого блендера оно и так запоминает каждый раз, как вы экспортируете. В общем, на этих экспортах я уже довольно-таки много раз экспортировал, в общем, разные модельки. И, получается, нашел как бы для себя оптимальные такие настроечки. Плюс ко всему нашел нормальный код понятный, 3GS-овский. И теперь как бы, ну, делюсь этими знаниями с вами, потому что на самом деле вот они как бы такие, ну, уникальные. В общем, вот здесь как бы по умолчанию все стоит, и здесь тоже по умолчанию, я здесь ничего не меняю обычно. Единственное, что вот этот параметр, он отвечает за позиционирование самой модели. То есть, если вам, допустим, ну, допустим, вот вы берете, да, вот эту модельку, импортируете себе на 3GS сцену, она становится в нулевой точке всегда, то есть если без этого параметра. Если с этим, то, соответственно, вы ее переносите там сюда, допустим, или сюда, куда-нибудь. И, соответственно, вот этот параметр transform, он запоминается как бы в самой GLB файле, в этом он запоминается, и когда вы импортируете на 3GS сцену, соответственно, ваша модель становится в той позиции, где и в блендере. Единственное, что не всегда корректно применяется позиционирование именно по X, по Y, потому что в блендере здесь Z, как видите, вверху, а Y, он как бы отдаляется от нас и приближается. То есть это в 3GS наоборот получается Y вверху, а Z вместо Y. И поэтому иногда бывают такие вот затыки, сложности, в общем. Единственное, что при этом нужно просто перевернуть модельку, а так, в принципе, все.
И, значит, смотрите, в модельке в одной или, если, допустим, у вас на одной сцене несколько разных объектов, как здесь, допустим, да, вот есть ухо, например, его там, ну, как-то так можно назвать ухо второе, и вот здесь это отмечено, и сам шлем. Получается, здесь три разных модельки лежат на одной сцене. Соответственно, в 3GS у вас это все будет ну, как бы в трех мешах, но если у вас на одной модели есть разные материалы, например, ну, представим, да, что вот эта вот полоса, она имеет там, допустим, зеленый цвет, а все остальное имеет там красный цвет, ну, просто чтобы мы понимали с вами условно, то в 3GS вот эта зеленая полоса, это будет отдельной мешей, ну, меш получается, отдельный будет, а весь остальной шлем, он будет отдельным мешем. То есть, ну, 3D объектом получается. То есть шлем будет состоять конкретно вот эта вот вся штучка, она будет состоять из двух отдельных объектов, 3D объектов. Это просто такое отступление, чтобы вы понимали. Вот. А теперь по поводу экспорта. Ну, Vertex Color они не нужны, потому что, если честно, я вообще не знаю, зачем это надо. То есть это где-то там в настройках Blender можно поковыряться, посмотреть, к чему эти Vertex Color вообще нужны. Но для меня они не нужны, потому что я не использую точки. Ну, эти, в общем, точки я не использую. Вот, теперь по поводу материалов. Получается, если у вас установлены какие-то материалы сюда на модель, да, на модель, либо же на какие-то ее отдельные части, как я уже говорил, если, допустим, на этой части один материал, на этой другой, то, соответственно, вам желательно импортировать их, то есть экспортировать их в 3GS сцену, импортировать, а из Blender экспортировать. То есть вот это вот ваши материалы должны экспортироваться вместе со сценой, со всей. Но если вам, допустим, вот как мне сейчас, не нужны материалы, потому что затем, когда это все будет импортироваться, то есть, ну, выгружаться на сцену с 3GS, то я применю один материал для этого шлема и один материал для будущего стекла, которое я сделаю уже сам. Вот, и получается, что на данный момент мне материалы сами не нужны. Но кроме того, стоит отметить такую важную особенность, что если вы сюда, допустим, примените какой-то красивейший материал, там шейдерный, то в 3GS там версия OpenGL, она совершенно другая, ну или я не знаю даже от чего это зависит, от OpenGL, либо же просто от движка, который показывает вот это все и обрабатывает. Соответственно, в браузере вы не сможете сделать какие-то очень крутые материалы. Почему? Потому что просто видеокарта, ну, на, скажем так, большинстве устройств, она не резиновая. А, естественно, на сцене 3GS, как вы понимаете, все это обрабатывается 60 раз как бы в секунду. Вот и получается, что если вам, допустим, нужно экспортировать отсюда как бы в нормальном виде, ну, допустим, без материалов, так, чтобы это все было одной моделькой, и вообще это как бы можно джойнуть, вот это вот все можно джойнуть, да, раз, и джойн, ну, вместе как бы объединить. Это первое. Второе, смотрите, какой есть лайфхак. Так как у нас шлем зеркальный, ну то есть одна половинка равна другой половинке, и вот эти штуки, они тоже зеркальные, можно удалить вообще половину моделей, ну то есть объединить это все, да, зайти в режим редактирования, Edit Mode, выбрать, допустим, точки или же, ну как-то там получше, чтобы получилось, и удалить. И получается, уже в 2 раза у нас вот эта моделька будет весить. И, как я вам говорил раньше, она вот весит, допустим, в несжатом виде 133 мегабайта, а в сжатом виде 13,7 мегабайтов. Соответственно, в браузере это все будет дико тупить, потому что
сожрет очень много памяти, потому что, получается, вот это все будет распаковано в оперативу, а в оперативе оно будет в двоичном коде. А в двоичном коде это занимает, ну, наверное, раза в 3, в 4, может быть, я не знаю, сколько там, раз больше места. И вот как бы про лайфхак рассказал, даже если, в принципе, не удалять половину шлема, то можно удалить одну из этих штук, потому что они зеркальные. И потом в 3GS можно использовать только одну, а вторую как бы клонировать, и, соответственно, у вас будут, получается, количество точек столько же оставаться, только будут как бы две одинаковые модельки, которые будут занимать тот же количество точек, то есть не в 2 раза больше, а тоже количество точек, но при этом их будет две, и вы можете расположить эту здесь, ну, допустим, эту вы здесь по умолчанию расположите, а это уже расположите с помощью 3GS. То есть позиционирование там, ну, в принципе, я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот. И как бы сам экспорт происходит таким образом. Допустим, обычно я здесь ставлю 4, но так, чтобы как бы браузер не сильно тупил во время того, как разархивирует это. То есть, по сути, мы создаем сейчас с вами GLB, вот этот вот архивчик, такой архив. Вот. И когда на сцене 3GS это все импортируется, то есть, получается, браузер закачивает этот уже файлик, тот, допустим, который сейчас 14 мегабайт весит, да, закачивает он, и внутри себя с помощью скрипта Draco он внутри себя как бы его разархивирует в оперативу. Соответственно, вот эти 14 мегабайт, они разархивируются в 139, ну, приблизительно. И дальше это все еще раз, ну, как бы распарсится в двоичный код, который там умножится, допустим, на 3, на 4, на 10, я точно не могу сказать вам. В принципе, допустим, вы можете посмотреть, что такое двоичный код, взять, допустим, любой JS-файлик свой или бандл, и погуглить, как можно из него получить двоичный код. Там Node.js, что-то такое, типа какая-то команда есть, Node.js, имя файла и какой-то еще параметр, ну это легко можно нагуглить, чтобы получить двоичный код. И вы увидите, что там разница может быть в 4-5 раз. То есть ваш файл, бандл, допустим, весит там 200 килобайт, а двоичный код весит ну, в 4 раза больше, это 24 800 получается, да, ну около мегабайта. Вот, и получается, смотрите, сейчас у меня как бы вот это вот все далеко не оптимизировано. Edit мод, я захожу, шлем, и смотрим сейчас. Ну, тут все тупит, потому что, соответственно, тут очень много точек. Смотрим сейчас, видите, получается здесь, ну, очень много точек, которые, в принципе, для 3GS мира они не нужны. То есть, если, допустим, мы бы распечатывали, ну, если бы мы распечатывали эту модель для 3D принтера, ну, на 3D принтере, то, соответственно, да, чем больше точек, тем точнее она и так далее. Но в 3GS такая точность не нужна, то есть ее можно было бы сократить. Каким образом это сделать? У меня есть на канале видосик, я, наверное, оставлю на него ссылочку здесь. Как именно я сделаю эту модель, возможно, я запишу еще одно видео, либо же добавлю в это. И посмотрим, если у меня, конечно же, получится, потому что довольно-таки это трудно сделать. Я попытался изначально ко всей модели Instant Meshes эти применить, но вот эти вот, в общем, получается, вот эти бордюрчики, они оптимизируются очень криво. Либо там надо посмотреть, какие настройки можно поменять, чтобы максимально она была, ну, такой же, как и сейчас, только единственное, чтобы соединились как бы вот эти вот точки, которые очень близко расположены. Допустим, вот здесь вот очень много точек, видите? Это просто плоскость, а она вся состоит из точек, которые, по сути, ну, как бы они просто мусорные. Вот эти вот все точки можно было бы соединить в одну, потому что это просто плоскость. И тем самым мы бы не поломали фигуру саму. В общем, я также попытаюсь еще убрать вот это пространство, которое здесь скрыто будет от глаз зрителя, который будет смотреть на этот шлем. Так, ну по экспорту получается единственное, что анимацию нужно еще убрать, потому что если вы не анимируете модель, у вас тут нет скелета какого-нибудь там, допустим, то
анимации убираем, ну, там, наверное, и так это... В общем, без анимации, импорт без анимации и импорт с анимацией вот в этих параметрах для модели, в которой нет анимации, там, ну, может быть, отличается на какие-то килобайты всего лишь. А так, по сути, просто нажимаем теперь экспорт и получаем модельку. Ну, модельку мы получаем где-то вот приблизительно сейчас, там она 13-14 мегабайт весит, 15 может быть. И сейчас я попробую оптимизировать ее, так как я нахожусь в Edit моде. Чисто для примера попробую вот выделить эти штуки, зайти. Интересно, тут сейчас... Ага, тут не будет, получается, Instant Meshes. В общем, получается, смотрите, я каким образом пытался сделать? Я пытался отделить, то есть выделить вот здесь, допустим, здесь, ну, как бы зеркально, да? Потом в этом положении выделить вот эти вот, все точечки вот эти вот, да? То есть, чтобы не трогать те точки, где есть какие-то выступы, потому что они плохо Instant Mesh'ами оптимизируются. Вернее, как, они сильно оптимизируются и получаются более скругленными, ну, в общем, поломанными. И когда я вот это вот все выделил, вот эту вот часть, которая, по идее, не должна быть поломанной, она оптимизировалась, нормально все, но единственное, что после того получились такие зигзуги здесь, а здесь получилась прямая линия. Ну, то есть, смотри, вот выделил, да, потом я нажимаю здесь Separate, Selection, и это получается отдельная моделька. И вот эту отдельную модельку я уже с помощью Instant Meshes, ну, в принципе, я сейчас покажу. Вот так делал раз. Ну, оно тупит, потому что здесь очень много точек, а я еще записываю видео. У меня как бы хоть и 4-ядерный процессор сейчас, но все равно он очень слабый. Вот, я выделил в отдельную модельку, и сейчас Object Mode. Теперь на эту модельку я перешел, как видите, сейчас вот таким вот образом, допустим, если я уберу сейчас шлем, она выглядит таким образом, потому что здесь корявенько, здесь плохо были выделены точки, поэтому она так не очень смотрится. Но в чем смысл? Смысл в том, чтобы взять ее сейчас, да, Object, Instant Meshes, Remesh нажать, и получается приблизительно вот она будет тоже такой в таких зигзугах. И, соответственно, потом их нужно будет присоединять к этому шлему основному, но это все достаточно трудоемко, и плюс ко всему, возможно, это все равно не приведет к хорошему результату, потому что, получается, позиция этой точки, допустим, будет здесь, а мне нужно будет присоединить какой-то из этих точек. Соответственно, она изменится, и уже такой гладкой сферы, как бы полусферы, не будет. И поэтому нужно придумать какой-то другой вариант. Либо же заниматься этим вручную, либо же попробовать, как я уже говорил раньше, убрать внутреннюю вот эту часть, которая будет невидима для пользователя. Ну, то есть приблизительно моя задумка такая, что это статическая вот моделька, она не двигается никуда. И по скроллу я ее перемещаю, допустим, из центра вправо, кручу ее как-то там влево, вправо, и здесь еще какие-то эффекты применяю для стекла, типа летящих в бесконечность звезд, именно как бы с поверхности стекла вовнутрь шлема в бесконечность. Я так для себя придумал, хочу такое попробовать сделать. Ну и заодно, конечно же, вам покажу, как это реализовывается, если получится. Ну а пока на этом все. В следующем уроке увидимся, надеюсь.